Всем привет, с вами Светлана, вы на канале Светлана Тим. Живу и вяжу в Аргентине, в городе Буэнос-Айрес. Посмотрите, я перед вами вот в таком будущем свитере, пуловере, связан регланом. В этом видео я хочу вам показать мои расчеты. То есть, как я выполняю расчеты. У меня мой метод, которым я пользуюсь и мне очень нравится. Как я выполняю расчеты для реглана, для вязания сверху вниз круговыми спицами по кругу. Регланные линии, 4 регланных линии, все очень просто. Как я выполняю эти расчеты? Мне здесь еще остается провязать около 10 рядов, мне кажется, или немножко меньше. Вот. Кажется, что уже можно бы закончить, но эта пряжа после стирки, она садится. Эта пряжа у меня итальянская пряжа Baby Alpaca, хлопок и Fine Merino и Extra Fine Merino. И эта пряжа садится, поэтому я хочу регланную линию сделать 35 сантиметров. Вот почти я уже, в принципе, мне осталось еще немножко. И в этом видео я научу вас, как вы можете на свой размер, у меня размер XL, на свой размер, на любой размер рассчитать все петли, сколько петель набирать, как провязывать росток, сколько петель оставлять на рукава, на перед, как выполнять прибавки по регланной линии так, чтобы ширина рукава, ширина спинки переда была та, которую вам необходимо, да, по вашим меркам. Вернее, неважно, из какой пряжи вы вяжете, каким номером спиц, я уже заговариваюсь. Я только что снимала видео на испанском, и знаете, переходить с одного языка на другой немножко сложно. Но мне, по крайней мере, сразу так, знаете, настроиться и все протарахтеть на другом языке. Вот у меня получается красота. Естественно, здесь есть укороченные ряды по спинке, укороченные ряды по переду. Но в этом видео будут только расчеты. Видео полный мастер-класс я выложу отдельно на канале, оставлю ссылочку в описании. А здесь просто для тех, кому нужны расчеты, как я их выполняла, сколько петель набирать и все такое. Так что оставайтесь и смотрите дальше мое видео. Надеюсь, оно вам понравится. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал и становитесь спонсорами канала. Посмотрите, какой цвет. Смотрите, какой красивый. Я даже не знаю, какой это цвет. Напишите в комментариях. Значит, это вот такая марка. Я купила эту пряжу в Ирландии, в Дублине, когда была в путешествии в этом году. Каждый моточек весит 50 грамм. В 50 граммах 110 метров. Рекомендуют вязать спицами от 4 до 6. И 50% Baby Alpaca в составе, 35% органический катон и 10% шерсть. Я купила 500 грамм, 10 моточков. Надеюсь, мне хватит. Не знаю, сколько пряжи уйдет, поэтому я вяжу свитерок регланом. То есть посмотрю, сколько мне хватит. Я связала образец. На спицах у меня 22 петли. 2 петли кромочные, я их не учитываю. То есть 20 петель и 20 рядов. В 20 петлях до стирки образец был 13 сантиметров в ширину до ВТО, да, и 9 сантиметров в высоту. После ВТО образец немножко сел, поэтому ширина 12 сантиметров, высота 8,5 сантиметров. Я вяжу реглан сверху, поэтому при вязании поворотными рядами вяжу сначала спицами номер 5, круговыми спицами. Дальше, после того, как я уже буду вязать по кругу, я буду вязать номером 5,5. Так как я вяжу по кругу, у меня плотность вязания меняется. Вяжу немножко плотнее, у многих так происходит. Поэтому по кругу номер 5,5, поворотными рядами спицы номер 5. Обхват шеи 63 сантиметра. Мой образец в 20 петлях 12 сантиметров, 20 рядов 8,5 сантиметров. Образец уже после ВТО. То есть сколько сантиметров нам набирать? 63 умножаем на 20, делим на 12, набираю 105 петель.
Я хочу количество парное, поэтому добавляю еще одну петлю. 106 петель на спице номер 5. Набираю 107 петель, 1 петля для соединения вязания в круг. Как я распределяю петли? 106 петель, общее количество. По 2 петли на регланной линии, 4 регланных линии. На рукава от общего количества петель на оба рукава приходится приблизительно 12%, то есть по 6% на каждый рукав от общего количества, то есть 6 петель и 6. Получается у нас 106, отнимаем 8 петель, на регланной линии 98 петель. Дальше 98 отнимаем 12, 86 петель. 86 делим на 2, 43 петли спинка, 43 петли перед. Я хочу спинку, на спинке немного меньше петель, поэтому 43 отнимаю 3, оставляю 40 петель на спинку, 43 плюс 3, 46 петель на перед. То есть у меня по переду 6 петель больше, чем по спинке. Проверяйте количество петель, которые вы здесь отметили. 40 петель на спинку, 2 петли регланная линия, 6 петель рукава, 1 рукав, 6 петель, 2 регланная линия, 46 петель перед, 2 регланная линия, 2 петли, 6 петель на рукав, 2 петли регланная линия. Итого 106 петель. Вот так я распределяю петли на реглан. Рассмотрим углубление по горловине. Вот у меня, смотрите, такой образец, да, я нарисовала. Вот получается у нас спинка, спинка, перед и рукава. Сначала мы выполняем поворотными рядами, начинаем вот отсюда, поворотными рядами, начало ряда, поворотными рядами формируем, вяжем туда-обратно, формируем росток, углубление по горловине спереди и сзади. Здесь у меня получается, смотрите, вот если мы поделим напополам, получается при вывязывании укороченных рядов по рукаву у меня получается углубление по переду на 2 сантиметра и по спинке. То есть углубление по спинке у меня 2 сантиметра. Вот смотрите, по этой линии, да, берем вот линия, углубление 2 сантиметра по спинке и углубление по переду от этой спицы, от этой линии 12 сантиметров. Но уже при вязании укороченными рядами мы углубляемся и по спинке, и по переду на 2 сантиметра. То есть остается у меня на спинке выполнить только 10 сантиметров. И сейчас посмотрим все расчеты. Вот, смотрите, я уже здесь связала все укороченные ряды. Дальше буду вязать просто по кругу. Вот у нас получается середина, да, плечо. Вот углубление по переду и углубление по спинке на пару сантиметров. По спинке сделано и по переду на больше, так как я уже закончила провязывать все укороченные ряды. Углубление по горловине или росток. По спинке я хочу выполнить углубление на 2 сантиметра, по переду на 12 сантиметров. В 2 сантиметрах мы не знаем, сколько это рядов, выполняем наши расчеты. 8,5 сантиметров это 20 рядов по нашему образцу. В 2 сантиметрах неизвестное количество рядов. Значит, 20 умножаем на 2, делим на 8,5, получаем 4,7. Это количество петель должно быть кратное 2. Я выбираю 4 ряда. То есть вот у нас 4 ряда будут по спинке и 4 ряда по переду. 8 рядов, 4 точки разворота, 8 рядов по рукаву для выполнения поворотными рядами углубления по спинке. И также это идет углубление по переду. И рассчитаем, сколько рядов нам надо провязать для того, чтобы выполнить углубление горловины по переду. 10 сантиметров. 2 сантиметра мы уже провязали.
Вот они, эти 2 сантиметра. Мне осталось 10. 12 минус 2 – 10. Значит, в 10 сантиметрах неизвестное количество рядов. Выполняем расчеты по образцу. 20 умножаем на 10, делим на 8,5. Мне получается 23 ряда. Округляю к кратному количеству 22 ряда. То есть 22 ряда я должна здесь провязать для того, чтобы выполнить углубление по переду. Впереди у нас наперед я оставляла 46 петель. 46 делим на 2, 23 петли. То есть 23 петли мне необходимо поворотными рядами выполнить углубление по переду. 22 ряда углубления по переду. 22 делим на 2, 11. 11 точек разворота. И вот у нас получается 11 точек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Распределяю петли. Здесь 23 петли должно быть. Я распределила следующим образом. 4 раза по одной петле, 3 раза по 2, 3 раза по 3 и 4. То же самое с другой стороны. И таким образом мы будем вязать поворотными рядами туда-сюда, кружимся, кружимся, пока мы не провяжем все петли рукавов, затем переда, и дальше уже соединяемся в круг и вяжем по кругу. Я уже буду дальше вязать по кругу. Как рассчитать необходимые нам прибавки по рукаву, по спинке и по переду? Значит, смотрите, будут разные прибавки, да, разный ритм прибавок. По рукаву, вот между регланными линиями, по переду и по спинке. По переду и по спинке я буду делать одинаково, то есть вязать одинаково, рассчитаю по спинке. По переду у меня уже больше петель. Вот, и рассчитаем рукава. Для начала, смотрите, нам необходимо измерить длину регланной линии по переду. 10 сантиметров. Почему по переду? По переду она короче, чем по спинке. По спинке длиннее, так как мы здесь вязали поворотными рядами. Меряем по переду. Я хочу регланную линию 35 сантиметров. То есть общая регланная линия, вот, 35. Так как изделие немножко сядет, она у меня будет где-то или 33, или 32 сантиметра. Так как у меня в высоту тоже эта пряжа садится после ВТО. Дальше нам необходимо также посчитать количество петель на данный момент, вот, на данную секунду, после того, как только мы соединились в круг. Считаем петли, сколько петель у нас по рукавах, спинка и перед. После вывязывания ростка на данный момент у меня между регланными линиями, то есть регланные линии я не учитываю, по рукавам по 32 петли, перед 72 петли и на спинке у меня 68 петель. Рассмотрим, как мы будем выполнять прибавки по рукаву. Окружность рукава я хочу 40 сантиметров. Сколько это петель? 12 сантиметров 20 петель по нашему образцу, 40 сантиметров неизвестное количество петель, делаем расчеты, у нас получается 66 петель, это окружность 40 сантиметров рукава. 66 петель минус 32 петли, которые у меня уже сейчас после вывязывания ростка на спицах, 34, то есть мне необходимо прибавить по рукаву 34 петли. 34 делим на 2, 17 прибавок, так как у нас 2 регланные линии, мы выполняем прибавки внутри, да, по рукаву с обеих сторон по регланным линиям. 17 прибавок. Сколько сантиметров мне еще необходимо провязать, чтобы выполнить 17 прибавок? Смотрите, регланная линия, я хочу 35 сантиметров. 35 отнимаем 10, это уже линия, которую мы уже провязали по переду. 25 сантиметров мне еще остается провязать. То есть по кругу я буду вязать еще 25 сантиметров. Сколько это рядов? Выполняем наши расчеты по образцу. И получается у меня 58 рядов. То есть в 58 рядах мне необходимо выполнить 17 прибавок. 58 делим на 17. У меня получается 3,4. Поэтому в каждом третьем или четвертом выполняем прибавки. И сейчас самое интересное. Мне поможет чат GPT или любая другая ИА, которая вам поможет рассчитать
эти прибавки. Смотрите, я делаю простой запрос, 58 рядов, 17 прибавок, как выполнить, и смотрим. И вот нам отвечают, смотрите, выполнить прибавки через 3-4 ряда, какая удобная схема, в каждом третьем, четвертом, третьем, четвертом, третьем и так дальше. Проверка, сколько интервалов, сколько рядов, то есть вот прибавки, пожалуйста, получите, распишитесь. Рассмотрим прибавки по спинке. Для подрезов я оставляю 12 петель, это 7 сантиметров. Ширину спинки я хочу 68 сантиметров. Отнимаю 7 сантиметров на подрезы, то есть подрезы мы будем уже добавлять тогда, когда мы соединимся, разделим рукава от переда и спинки и будем вязать уже просто перед и спинку по кругу. И там я добавляю 12 петель на подрезы. То есть 68 отнимаю 7, 71 сантиметр. Мне необходима ширина спинки до подрезов. 68 петель уже связано. То есть я уже связала, да, росток, вы видели. Я вам все показала. 68 петель по спинке уже связано. Сколько это в сантиметрах? Выполняем наши расчеты. И получается то, что уже 40 сантиметров у меня уже связано. Ну, по нашему образцу все как всегда, да, 40 сантиметров уже связано. Я бы могла взять и измерить сантиметровой лентой эти 40 сантиметров. Но вот она спинка. И давайте, да, можно было сказать, давайте возьмем и просто вот, смотрите, от регланной линии просто я вот таким образом сделаю замер. У меня здесь получается больше, видите, 46 сантиметров. 45-46. Я хочу 40. Почему так? У меня же ведь образец сел. То есть после стирки здесь пряжа немножко подсаживается, да, и это будет меньше. Поэтому все расчеты выполняем в сантиметрах и в петлях. Вот, не просто так, знаете, уже взяли и все померили. Нет. Значит, 40 сантиметров мы уже связали. 61. Вот, 61. Отнимаем 40. Необходимо нам еще провязать 21 сантиметр. Для желаемой ширины спинки 61. Плюс мы еще добавим на подрезы 7 сантиметров. Сколько это в петлях? 21 сантиметре. Мы не знаем, сколько это петель. Вот, 21 сантиметр. Сколько же это петель? Выполняем наши расчеты, получаем 35 петель, округляем до четного числа, 36 петель. 36 делим на 2, 18 петель. Мне необходимо прибавить по каждой регланной линии. Их 2 регланных линии, да, поэтому между регланными линиями по каждой линии 18 петель. То есть за 25 сантиметров нам необходимо прибавить 18 петель. 25 сантиметров, это 58 рядов, мы уже сделали расчеты для рукава. 58 делим на 18, 3 и 2. Получается то, что каждых 3 или 2 ряда необходимо прибавить эти петли по спинке. И те же самые прибавки я оставляю по переду. По переду у меня уже на 6 петель больше, поэтому те же прибавки у меня работают и по переду. И я даю тот же запрос чату GPT, 58 рядов, 18 прибавок. Как выполнить? Если нужно выполнить 18 прибавок, вот, прибавки делать чередуя 3 и 4 ряда, подходящая схема. В каждом третьем, четвертом, третьем и так дальше. Вот вы все видите на экране, все расчеты вам выполнит любая ИА. Поэтому вот так. Я выполняю это так. Короче, у меня, в принципе, все получается, мне нравится.